Привет, друзья! Меня зовут Алина. Мне 16 лет. Полгода назад я чуть не совершила самый глупый поступок в своей жизни. Я хотела спрыгнуть с 12-го этажа из-за того, что стала жертвой буллинга. Я была в 10 классе и встречалась с парнем, который учился в 11 классе в моей школе. У нас класс был достаточно озабоченный, и поэтому ко мне были частые приставания со стороны одноклассников. Сначала я воспринимала это с шуточной стороны, но потом это перешло все границы. Мой одноклассник подошел ко мне, нагло начал приставать. Я не выдержала, пошла и все рассказала своему парню. Я только сейчас понимаю, что лучше бы этого не делала. Он, недолго думая, пошел ко мне в класс разбираться с этим пацаном. Ну и как это обычно бывает, началась драка, которую заметил и начал разнимать директор. Он, недолго думая, вызвал моего парня и одноклассника к себе в кабинет и выгнал из школы навсегда. Всю ближайшую ночь я очень сильно плакала из-за того, что сделала. И на утро, немного успокоившись, я пошла в школу. Но я не могла подумать, что самое плохое ждет там. После всей этой ситуации меня возненавидел буквально весь класс. Сначала они просто со мной не разговаривали. Потом началось самое ужасное. Мои одноклассники начали выкладывать про меня в интернет всякие оскорбления. Писали мне в сообщениях, что ненавидят меня и хотят, чтобы я ушла из школы. После этого меня начали оскорблять прямо в школе, говорить гадости про мою семью и толкали. Потом я начала замечать на стенах разные неприятные надписи про себя. Каждый день, приходя домой, я ложилась в кровать и долго плакала, потому что не знала, что мне делать и к кому бежать. А родителям я не хотела рассказывать, потому что думала, что проблемы не уйдут, а наоборот, их станет еще больше. Лежа в кровати и смотря в открытое окно, я понимала, что именно там должны закончиться все проблемы. На следующий день, придя опять в слезах после школы, я решила покончить со своими проблемами в 1 секунду. Прямо здесь и сейчас я была готова прыгнуть с 12-го этажа. Дома никого не было, и я около часа настраивала себя на этот поступок. Я написала записку родителям, в которой все описала до мелочей, в надежде, что они поймут меня и простят. Написала парню в сообщениях письмо, в котором написала, что люблю его и тоже прошу прощения. Я подошла к своему окну, начала смотреть вниз и плакать. Я понимала, что это мой единственный шанс решить все проблемы за раз и больше не страдать. Но знаете, почему я этого не сделала? Жить захотелось. Да, правда. Именно стоя между жизнью и смертью я выбрала жизнь. Там на подоконнике мне в голову пришла мысль, что не существует в этом мире нерешаемых проблем. Я слезла с окна, вытерла слезы, порвала письмо родителям и удалила сообщение для парня, потому что в них смысла уже не было. Я начала думать, как же лучше мне поступить в этой ситуации. И я решила, что просто перейду в другую школу и никаких проблем. Недолго думая, я сообщила о своем желании уйти из школы своим родителям. Они, конечно, поинтересовались, почему я хочу перейти. Я ответила, что мне в другой школе больше программа подходит. Придумала, что могла. Спустя пару дней мы забрали документы с той школы и перевели меня в другую. Слава богу, у моего отца были там связи, и меня спокойно перевели в середине семестра. И вот прошло уже полгода. У меня отличные друзья, прекрасная школа. Но я постоянно вспоминаю тот момент, когда я стояла на краю окна. Только сейчас я поняла, что это мог быть мой самый глупый поступок в жизни. Помните, нет нерешаемой проблемы. Даже если вам кажется, что весь мир настроен против вас, то покажите, что вы сильнее. Привет, мои дорогие. Меня зовут Серж. Я живу в многоэтажном доме со своей мамой. На моей лестничной площадке раньше жила семья, но они переехали. Неделю назад туда переехала влюбленная пара. Парня звали Руслан, а девушку Алина. Был случай, когда я выходил из квартиры, и в этот момент он тоже куда-то вышел, и мы с ним пересеклись и поздоровались. Одним словом, после его голоса у меня пошли мурашки по коже. «Бог ты мой», – подумал я, и немного стало не по себе. Я пришел домой и начал думать, что только что произошло. Скорее всего, просто показалось. Спустя пару дней я увидел, как Руслан и Алина гуляли возле дома. Я подошел к подъезду, сел возле него и начал смотреть на Руслана, не отрывая глаз. Так я просидел полчаса, пока они не зашли в подъезд. Я зашел с ними. Мы ехали вместе в лифте, и меня в жар кинуло, черт возьми. Я зашел домой и начал паниковать сразу. Со мной такого раньше не было, чтобы я такое испытывал к парню. Хотя и к девушке не было. Да за всю жизнь у меня не было ни одной партнерши. Вывод был здесь только один. И вы его знаете. Мне пришлось это признать. На следующий день я начал с ним активно общаться. Мы с Русланом пересеклись в торговом центре, и я предложил пойти выпить пиво.
Он был без Алины и согласился пойти попить со мной пивка. Мы сели за столик и начали активно общаться. Он мне рассказал, как они познакомились с Алиной, но мне было неинтересно, и я просто поддакивал. В один момент на его телефон кто-то позвонил, и он ушел, а я остался там и чуть ли не заплакал. По-моему, я влюбился в своего соседа. Следующим вечером я вышел погулять на улицу и увидел опять, как они гуляют. Меня это бесило немножко, но надо было сдерживаться. Спустя неделю мы опять с Русланом пересеклись и снова пошли попить пиво в кафешку. Мы опять разобщались отлично. Спустя время мы были уже пьяненькие, и я по глупости положил его руку на свою и сразу же пожалел об этом. Руслан резко встал и сильно ударил меня по лицу и ушел. Все вокруг были в шоке. Да и я тоже, конечно. На следующее утро мы опять встретились в подъезде. Я подошел к нему, чтобы извиниться, на что он мне сказал: если я еще раз подойду к нему, то будет плохо. Спустя пару дней они переехали. Я очень много времени переживал и злился на себя. Впоследствии я, конечно, был аккуратен с парнями, но, слава богу, я такой не один в этом мире, и через некоторый промежуток все же нашел себе партнера. Привет, ребятки. Меня зовут Маша. У всех в жизни бывают разного рода love story. Начиная от «я влюбилась в парня, который живет в другом городе», и заканчивая «я встречалась с парнем, спустя год отношений он признался мне, что голубой». Моя история поначалу кажется достаточно банальной, но не спешите делать выводы. Итак, мне было 15 лет, когда это произошло. Все мои одногодки казались мне несерьезными. Я все время общалась и встречалась с парнями, которые были на 3-4 года старше меня. Но так уж сложилось. Так вот, я влюбилась в мужчину, которому было 40 лет на тот момент. Повторюсь, мне 15. Ну, влюбилась — это громко сказано. В общем, он начал за мной ухаживать. Регулярно на выходных я зависала с девчонками в одном из клубов. Естественно, к нам постоянно лезли знакомиться малолетки. Ну, то есть ровесники. Но мы, естественно, их динамили. Отказывали в знакомстве. В один момент к нам подошел взрослый мужчина и предложил угостить нас коктейлями. Мы, конечно же, сразу согласились. Он был красивый, опрятный, и по нему было видно, что он обеспеченный. В общем, я была как будто под гипнозом. Честно, сколько я встречалась с парнями, которые старше меня, но я никогда не чувствовала того, что я чувствую сейчас. Мы были очень уставшие и сказали ему, что, наверное, уже будем ехать домой. Конечно же, я знала, что он предложит подвезти нас на своей машине. Так и произошло. Когда мы подошли к его машине, я была в шоке, насколько она дорогая. Мне было очень интересно, кем он работает, что у него столько денег. Сев в машину, мы начали думать, кого первым отвезти домой. Так как моя подружка Аня жила ближе к этому клубу, то мы решили сначала ее отвезем, а затем меня. Ух, сказала я себе на тот момент, понимая, чем все это закончится. Мы отвезли Аньку домой и поехали дальше. Боже, если бы кто-то знал, как мне на тот момент было с ним хорошо. Как будто мы были знакомы всегда. Я даже не комплексовала, что он старше. Я этого не чувствовала. Мы с ним общались на одной волне. После этой ночной поездки мы начали встречаться. Он мне очень нравился, и я ему тоже, по его словам. Родителям я не говорила про Игоря. Ой, забыла уточнить, что его зовут Игорь. Так вот, родителям я не говорила про Игоря, потому что знала, что они воспримут эту новость с негативной стороны. А мне этого не хотелось. Поэтому я молчала. Я попросила его, чтобы он не встречал меня после школы, чтобы не вызывать подозрения у людей. Сами знаете, как это бывает. Коротко говоря, мы скрывали наши отношения как могли. Первый месяц все было прекрасно. Мы катались на его тачке, ездили в дорогие рестораны. Он покупал мне много одежды и украшений. Короче, для меня Игорь делал все. Прошло полгода наших отношений. Я заметила, что сейчас все как-то по-другому стало. Виделись мы раз в неделю. Я ему могла звонить, он не брал трубку и даже не перезванивал. В общем, я поняла, что у этой любовной истории наступил конец. Love story-то закончилась. Но вот другая история только начиналась. Меня начало тошнить каждый день. Я не могла никуда ходить. Я сидела дома, потому что мне было очень плохо. Родители решили, что мне надо обследоваться у врача. Мало ли какая-то инфекция. Но нет. И как это бывает в разных сериалах, я была беременна. В этот момент я не знала, что думать. Родители не понимали, что происходит, и были в огромном шоке вместе со мной. Меня сразу же начали допрашивать и отчитывать. На родительский вопрос «кто это?», я отвечала, что не знаю. Я понимала, что если я признаюсь родителям про Игоря, то его посадят, а я не хотела этого, потому что любила. Я решила, что сначала я сообщу Игорю, а мы вместе решим, что делать дальше. Мы встретились уже не в ресторане, а просто в его машине. Я смотрела в его холодные глаза и не видела в них уже ничего родного. Набравшись смелости, я ему все рассказала. Ответ, который я услышала, убил меня полностью. «Сколько тебе нужно, чтобы ты отвяла, отцепилась и больше мне не звонила?» –
сказал мне Игорь. На что я спросила у него, что происходит и почему он так начал ко мне относиться. Он рассказал мне, что у него есть семья, жена и 2 дочки. Не слушая ничего дальше, я со слезами на глазах вылетела из его машины и бежала сама не знаю куда. Коротко говоря, мы сделали аборт. И Игоря я больше не видела. Сейчас мне уже 25. У меня, слава богу, уже есть семья и любящий муж. У меня все хорошо. Я счастлива. Что хочется сказать? Будьте аккуратны в каждых отношениях. Все равно когда-нибудь вы найдете того самого любимого человека и будете счастливы. А ваши ошибки пускай навсегда останутся там, где вы их совершили. Привет, народ! Меня зовут Дэн, и у меня есть проблема. Мой папа стал женщиной. Не знаю, почему мне так везет на такое. Вообще, изначально все было нормально. По крайней мере, я так думал. Все стандартно. Мама, папа и я. Но где-то год назад я начал замечать странности в семье и частые ссоры родителей. Отец мог сутками не приходить домой и говорил, что на работе. Он у меня, кстати, врач, так что мы с мамой могли понять его. Но когда это начало происходить регулярно и часто, я бы даже сказал, слишком часто, было, что его неделю не было дома, то, конечно, мама устраивала ссору. Первое, что приходит на ум жене, у которой муж где-то пропадает днями и ночами, так это измена. Каждый день у нас начинался с ссоры родителей и заканчивался тем же. Мама уже напрямую спрашивала про любовницу, но отец отпирался. В один день отец ушел на работу, а день у него заканчивался в 6 вечера. Так мама решила к этому времени подойти к его работе и проверить, действительно ли он там. Я, кстати, решил тайком тоже пойти за мамой, но она не знала. В 6 вечера отец вышел с больницы, в которой работает, сел в такси и уехал куда-то. Мама быстро взяла такси и тоже поехала за ним. Слава богу, я был с великом и начал быстро крутить педали, чтобы не отставать. Отец проехал всего 3 квартала и вышел возле чего-то частного дома. Там его встретил мужик и взял у отца сумку, чтобы помочь. Примерно так же, как я беру сумку у девочек. Но не суть. Отец с этим мужиком зашли в дом, а мама подошла к забору и смотрела в окно этого дома. А я из кустиков подглядывал. Сначала они просто пили пиво с сухариками. Я подумал, что отец просто уходит бухать. Но потом, потом они начали целоваться. Господи, фу, сказал я себе. Честно, я даже не могу передать те эмоции. Точнее, боже, да я даже не знаю, как это назвать. Короче, мама как это увидела, то сразу села в такси и уехала домой. Причем со слезами на глазах. Отец вернулся домой в следующий вечер и позвал маму на разговор. Они закрылись на кухне и начали о чем-то разговаривать. Мне, естественно, стало интересно, о чем разговор, и пошел подслушивать. Отец начал матери рассказывать про себя и своего. Короче, он ей признался, что уже 2 года, как он осознал то, что ему нравятся мужчины, и вскоре он сделает операцию по смене пола. Если бы он имел в виду наш линолеум, сказал в тот момент я. Но нет, мой отец, или как мне его называть, действительно решил стать женщиной. Мама не стала его слушать, начала плакать и пошла выкидывать его вещи с балкона и выгонять его из дома. Он не спорил с ней и спокойно собрал то, что мама не выкинула, и ушел. Через полгода он заявился к нам домой, но уже в виде женщины. Мама назвала его, или лучше сказать, ее плохим словом, и даже на порог не пустила. Не знаю, почему он нам не рассказал об этом сразу, обманывал долгое время. Я очень рад, что мама смогла найти себе другого мужчину, а то ей было очень трудно. Я очень расстроился, как и каждый пацан, если узнает, что его отец не натуральный. Но в эти моменты стараешься не злиться на него, а думать, как бы успокоить маму. И все же это моя история, хоть и не сильно обычная. Пиши в комментариях, если у тебя тоже такое было. Всем привет, народ! Меня зовут Лина. Год назад в моей жизни произошла беда. Мой парень Джон умер от пневмонии. Я не могла найти себе места, перестала есть, со всеми общаться, не ходила в университет и полностью закрылась в себе. Родители очень сильно переживали, пытались всячески помочь, но я никак не могла выйти ни с кем на контакт. Единственное, с кем я разговаривала, это был мой пес, которого звали Джерри. Я очень его любила, так как мне его подарил Джон на нашу годовщину, как раз перед смертью. Джерри для меня много значил. Я ему рассказывала все, что у меня происходит в жизни. Меня это успокаивало. Где-то спустя 3 месяца после смерти моего парня я начала замечать у Джерри разные странности. Когда я просыпалась,
Он лежал рядом со мной, в кровати, просто смотрел на меня и клал лапу. Потом он каким-то чудом научился приносить тапочки, хотя никто его не дрессировал. Одним утром я проснулась от того, что Джерри очень громко скулил. Я встала, чтобы насыпать ему еду, и была поражена. Он каким-то чудом достал наш с Джоном любовный фотоальбом и начал его смотреть, перелистывая страницы лапкой. Я догадывалась, но не могла подумать, что это может быть правдой. Я присела близко к Джерри, а затем прошептала ему вопрос: «Джон, ты здесь?» Минуту мы не отводили взгляда друг от друга, а потом он лизнул мне руку и кивнул своей головой. Я была в недоумении. Мой Джон, его душа переселилась в собаку, в Джерри? После этого я поняла, что мы снова вместе. Даже то, что он находился в теле собаки, меня не смущало. Главное, что он был рядом. Общались мы при помощи того, что Джон брал в зубы ручку и писал в блокноте то, что хотел сказать. Это было невероятно. Мы гуляли по паркам, в общем, то и все, потому что с собаками никуда не пускали. Но если бы они знали, что это не просто собака. По вечерам мы общались и вспоминали, как нам было хорошо раньше. Я снова начала жить. Но в один момент все рухнуло. В одно утро я проснулась и, как обычно, поздоровалась с Джоном, поцеловав в мордочку. Но его там уже не было. Он ушел. Вместо моего парня Джона там снова был Джерри. Сначала я расстроилась, но потом поняла, что Джон приходил не зря. Это был знак, чтобы я снова была счастлива, знакомилась с другими парнями и просто заново начала жить. Привет всем, кто смотрит это видео. Меня зовут Майкл, и уже на протяжении 2 последних лет мне снятся очень странные сны, где главный герой в них – я. И если бы это были просто сны. Каждую ночь я вижу свою смерть. Каждый раз я смотрю, как я умираю в возрасте 4 лет, начиная от моей гибели, как меня сбивает фура, и заканчивая тем, что я вижу свои же похороны. Когда я рассказывал это своим родителям и друзьям, то получал один и тот же ответ. Смерть во сне – это к деньгам. Да, но не каждую ночь же. Когда мои нервы по-настоящему сдали, а от родителей не было поддержки, то я записался к разным экстрасенсам. Да, я сам говорил, что они шарлатаны, но у меня уже просто опустились руки от безысходности. Когда я пришел на свой сеанс к якобы настоящему экстрасенсу, то не услышал от него ничего толкового и просто ушел домой. На следующее утро я проснулся весь бледный и в ужасе. Мне опять приснился тот же сон, но на этот раз я видел там своих родителей. После моих похорон они стояли в слезах и с кем-то говорили, но я не разглядел с кем. Я понимал, что мои сны становились еще более жуткими. Этот момент с родителями снился мне еще неделю, пока к нему не добавился еще один момент. Мне приснилось страшное существо с бледными глазами, и оно обнимало моего папу и смеялось, а папа просто плакал. Когда я проснулся, то понял, что еще одну ночь с таким сном я не выдержу. Я пошел в церковь. Я рассказал священнику про свои сны. Он взял какую-то книжку и начал водить над моей головой и читать молитву. Так продолжалось где-то минуту, пока он не упал на стул и медленно мне сказал, что в моей душе есть трещина. Он мне не ответил, что это значит, но сказал одну вещь, от которой меня парализовало. Мой отец скоро умрет. Я быстро побежал домой, чтобы убедиться, что с папой все хорошо. Но когда открыл дверь, увидел маму, которая сидела на диване с фотографией в руках. Когда я подошел ближе, то сквозь слезы она мне сообщила, что сегодня отец скончался от приступа. А когда я увидел фотографию, мое тело оцепенело еще больше. На ней был изображен 4-летний я, лежащий в гробу, прямо как в моем сне.
Мой отец умер. Беда пришла в мою семью совсем внезапно. Привет, друзья. Меня зовут Майкл. В прошлой серии я рассказывал, как мне снилась моя смерть. Я видел, как умираю, видел свои похороны. Но все это было во сне. До одного момента. Смерти моего отца. Когда я вернулся домой, то увидел свою маму, сидящую в слезах и держащую в руках фотографию, на которой был изображен я, лежащий в гробу. Мама мне сообщила, что отец скончался от приступа. Но так ли это было на самом деле? Тайна, которую я узнал от мамы потом, полностью меня изменила. Когда-то давно мои родители не смогли родить ребенка и приняли решение усыновить. Да, сегодня я узнал, что я приемный сын, но дальше будет только хуже. По словам мамы, они души во мне не чаяли. Все делали для меня и постоянно тщательно следили, чтобы со мной ничего не случилось. Но, как оказалось, в 4 года произошла страшная трагедия для моей семьи и для меня лично. Когда мы с отцом пошли вместе в магазин, он отвлекся на телефонный звонок, а я выбежал на дорогу. Папа это заметил, отбросил телефон и начал быстро бежать ко мне. Но было уже поздно. В один момент меня сбивает машина, и, как сказали врачи, я умер прямо там, на месте. Боже, когда мне мама это все рассказывала, я просто не мог поверить. Как? Если я умер, как я сейчас жив? Ответ на этот вопрос я узнал дальше. Мама еле говорила, вся в слезах и заикаясь. Мои похороны прошли, но родители не могли себе этого простить. Особенно отец. По словам мамы, он даже чуть глупостей с собой не наделал. Они не могли смириться с тем, что у них нет больше сына. Поэтому приняли решение пойти за помощью к колдуну. Они пришли и все рассказали. Колдун ответил, что вернуть сына не сможет, но знает того, кто сможет. Он дал совет, что самый лучший способ вернуть жизнь – это пойти на сделку с темным духом. Так как на тот момент мои родители были не в себе, они согласились. Наступила ночь, когда они должны были призвать духа. Все происходило на перекрестке и при помощи специального обряда. Они не сильно верили, что он придет, но это случилось. На перекрестке действительно появился темный дух. Он, даже не выслушав родителей, сразу согласился, но сказал свое условие. Душа за душу. Если он вернет мою жизнь, то через несколько лет заберет другую. Недолго думая, папа согласился на эти условия. Дух сказал, что придет за душой отца через 15 лет, и после этих слов исчез. Мои родители в отчаянии вернулись домой. Но их ждал сюрприз. Я был жив, а могила, где я был похоронен, просто исчезла. Из всех напоминаний почему-то осталась эта фотография, где я в гробу. И вот, прошло 15 лет, и темный дух, как и обещал, пришел за душой папы. Мы с мамой до сих пор не можем смириться с его утратой. А я до сих пор не могу в это все поверить. Ведь получается, это уже не могу быть я. Только потому, что я умер. Теперь я понял, что имел в виду священник, когда сказал «В твоей душе трещина». Не знаю, как я теперь буду жить с этой мыслью, но цель у меня только одна – оберегать свою маму.